приветствует Африка на колесах из Судана. Мы в Судане. Еще не так давно мы начинали нашу поездку, и казалось, проехать больше 30 африканских стран — это что-то практически нереальное. Но вот мы уже подбираемся к Египту, последняя страна перед Египтом. Судан сразу отличается, конечно, культурно от Африки предыдущей. Здесь не зазорно сказать, что хорошо, я вам поменяю $100 за 5000 фунтов, на пересчитай. Пересчитываю, там 4900. Я говорю, тут 4900. Он говорит, ну да, 100 это моя комиссия. То есть, в принципе, так дела делать нормально. Но я научился тоже. Нам сим-карты предлагали за 500. Я сказал, да, принесли. Я даю ему 100. Он говорит, что такое? Я говорю, нет, 250 это за две, а не за одну. Но сошлись на 300. То есть, нужно действовать их же тактикой. Иначе не получается, так здесь принято. Ну, будем смотреть. Говорят, в Судане люди очень гостеприимные. Это нам еще предстоит узнать. Надеюсь, так и есть. Всюду берется комиссия за гостеприимство. Попадая в Судан, мы не совсем понимали правила игры в этой стране. Например, фотографировать и снимать видео в Судане запрещено, если у вас нет специального разрешения. Чтобы его получить, нужно вначале добраться в столицу и подать заявление со своей фотографией. Мы слышали о случаях, когда даже с таким разрешением людей арестовывали за фотографирование, например, реки, и решили не заморачиваться и снимать втихую, где будет получаться. В первый же вечер закат застал нас вдали от гостиниц, и мы решили переночевать в зарослях недалеко от дороги. Обычно главная тактика таких ночевок, чтобы никто не увидел, как вы добираетесь к своему пристанищу на ночь, и быть вне поля зрения с главной дороги. Мухи опять. Сахара близко. Давно мы не вайлдкемпили, не ночевали в дикую. Сегодня попробуем в Судане. Вроде бы можно. По крайней мере, охрана на блокпосте сказала no problem, no problem. Посмотрим завтра, будет ли проблем. Доброе утро. Африка на колесах в Судане. Наша первая ночь прошла в дикую. Вот в таком саду, так сказать. Солнышко встает ночью. Столько звезд было на небе, вы себе не представляете. Уже соскучились мы за таким небом, которое в Сахаре было, в Мавритании. Здесь также. Очень хорошо поспали на свежем воздухе. Вчера лежал и думал, смотрел на это небо через палатку и думал, что уже наше путешествие заканчивается, и не получится так дома лежать в кровати, смотреть на это небо, дыхать свежим воздухом. Буду за этим очень сильно скучать. Но подумал, что как-то все-таки можно себе устраивать такие ночевки даже без такого большого путешествия, но все равно это уже будет не то. Тут мы столько ночей провели в машине, как-то с этим привыкли, и уже, возможно, как-то перестали даже ценить это особенное времяпровождение, которое уже подходит к концу. Грустно, конечно, но в то же время и радостно немножко, потому что переворачивается страница нашей истории, нашей жизни, будет что-то новое. Но пока у нас еще есть Судан и Египет, и еще, возможно, недели 2 приблизительно мы попутешествуем. В Судане, похоже, с топливом тоже проблемы. И все машины на обочине — это очередь на заправку. Нам, по идее, должно хватить топлива до Хартума. В Эфиопии заправились. Да, но не хотелось бы, конечно, столько ждать. Без очереди нам предложили до этого купить
за $2 литр дизеля. Ну спасибо, потерпим. Мы заехали в Сахару, а значит теперь снова часто стали встречаться чекпоинты. Но чекпоинты чекпоинтам рознь, и в Судане они оказались совсем не такими, как, скажем, в Нигерии. Hello. How are you doing? How are you doing? I'm very well, thank you. Thank you very much. Ah. Terletak gini. What? Hi. How are you? How are you? How are you? How is it? Good. Why? How are you doing? Where are you going? To Khartoum. Khartoum? Yes. From where you come? From Al-Qadarif. What? Al-Qadarif. Al-Qadari. Al-Qadarif. From Ethiopia. What's your purpose? Tourism. Yeah. Tourism. Tourism, okay. Yeah. Welcome to enjoy yourself. Thank you you. very Yeah. much. На каждом чекпоинте нам безумно рады. Наверное, их радует то, что мы приезжаем туристами в Судан. Ну, может, тут просто веселые и классные люди. В Хартум мы добрались достаточно быстро. Город на первый взгляд показался довольно приятным, и мы отправились на поиски пропитания. И похоже, что мы наткнулись на джекпот, найдя традиционный рыбный ресторан. Я такого еще не пробовала. Очень интересно пожаренная рыба. Мы в традиционном суданском рыбном ресторане, где кушают только руками, которые, слава богу, можно помыть. Ну а как на вкус? Сейчас попробую успеть, пока Ленка еще все не съела. Сходят, поливают пол, чтобы не было жарко, и коптят какие-то благовония. Очень вкусно на самом деле. Овощи неожиданно оказались очень сочными. Наверное, лучшими со времен каких? Со времен Всех времен. высокого сезона в Украине, когда прямо вот самые-самые вкусные овощи, потому что таких даже... Я давно таких не ела. Кто бы думал, что в Судане мы найдем такое. Как мы ни старались, 2 рыбы, 2 салата, лепешки, 2 сока вкуснейших. Все это получилось меньше $10 в столице. Очень вкусно и очень дешево в Судане. В столице у нас была единственная цель. Славе нужен был надежный доступ в интернет именно в тот вечер, чтобы уладить один рабочий вопрос. Дальше мы задерживаться не планировали, но, конечно, чтобы ехать дальше, нужно было топливо, и на его поиски мы и отправились. Вчера мы смогли заправиться, попросили, нас пустили и залили в Мурзик больше литров, чем бак влазит. Наверное, считают плохо, но так как бензин по 10 центов, дизель тоже 10 центов, то жаловаться, конечно, не стоит. И по идее нам хватит топлива уже до самого конца Судана. Но этот кризис, это, конечно, серьезно. Люди стоят по полдня в очереди на заправке. Потом топливо заканчивается, и они стоят просто дальше. Бывает, просто платят кому-то, чтобы в их машине сидели в очереди. Так вот все происходит. Но хорошо, что есть гостеприимство, к иностранцам относятся особенно, и все-таки помогли нам.
Мы приехали на кладбище, а именно на пирамиды. Если бы вас спросили, в какой стране мира больше всего пирамид, наверное, вы бы ответили в Египте. И ошиблись бы, потому что больше всего их в Судане. Тут, конечно же, Восток, но Восток ненавязчивый. Тебе вроде бы и предлагает, но не сильно-сильно настаивает, как бы это было бы где-то в других местах. И даже в Африке остальной, если бы ты припарковался, продавцы бы бежали к тебе. Но здесь они просто стоят, ждут, пока ты подойдешь, уже потом, возможно, кто-то на верблюде подъедет. В общем, Судан, он такой нежный для туриста. Мне нравится. Этим надписям уже несколько тысяч лет, они еще до нашей эры сделаны. И в отличие от Египта, в Судане это все можно посмотреть с намного меньшим количеством туристов. Если повезет, то даже вообще одним. Как-то сложно поверить, что вот это все кладбище, где тоже красовались у кого больше памятник, хотя занимались этим еще при жизни умерших, но очень удивляет, что это так давно делали, и это сейчас до сих пор стоит. На входе нам чек не хотели давать, сказали, будете выходить, дадим. Мы выходим, пришли за чеком. Она такая, а может я вам скидку дам и без чека? Нет, нам нужен чек. Деньги должны идти на сохранение проекта, а не в кармашек. Вот так вот. По-честному, теперь после 6 месяцев такой тренировки в Африке придется и в Украине всегда просить чек. Боюсь, далеко не пройдем. Станем все голодными. Мы купили 2 апельсиновых сока, 2 шаурмы, 1 шашлычок, и еще пару булочек нам дали бесплатно. Все это обошлось в меньше, чем $4, меньше, чем 100 гривен. И думаю, будет очень вкусно. Мы остановились вновь на дикую ночевку в Судане. Возможно, это последняя дикая ночевка за нашу поездку. Завтра мы постараемся подобраться уже поближе к границе с Египтом, потому что пришла весточка, что корабль может быть 21 декабря. Сегодня 13 декабря, а я в футболочке. Совсем не холодно. Но дело не в этом. Через неделю уплывает корабль из Александрии. Нужно там быть за дня 3, чтобы все успеть сделать. И это большой челлендж. Посмотрим, успеем ли мы. Если успеем, то есть маленький шанс попасть в Украину домой до конца года. Это было бы неплохо. Хоть и очень здесь кайфово, и хочется посмаковать эти последние ночи. Но, может быть, потому мы их и ценим, что они последние.
Египте пустыня это кайф. До того, как я впервые попал в пустыню, это мне казалось вообще чем-то таким неживым, далеким. Но я влюбился сразу. Сначала в Америке, потом в Иордании, потом в Намибии, в Сахаре, сейчас опять в Сахаре. И не только сам влюбился, но и влюбил в это Лену и еще пару человек. Может быть, и вы влюбитесь в результате нашего фильма. Приезжайте в пустыню, кайфово. Последняя ночевка в Судане прошла. Собираемся, отправляемся в Египет. Сегодня нас ждет переход границы, которая славится бюрократией и всякими процедурами. Посмотрим, сколько у нас времени это все займет. Но надеемся сегодня ночевать уже в Египте, немножко в глубине страны. Хотим успеть на корабль. Пришла новость, что 21 декабря есть корабль. Нам нужно успеть в Александрию за 3-4 дня до этого. То есть у нас буквально есть тех же 3 дня, чтобы добраться до Александрии. В Судане мы не нашли ни одной мусорки. Приходится везти весь мусор за страну с собой. Может, еще где-то сможем выкинуть. Но буквально 3 километра перед нами уже граница. И нас ждет последняя африканская страна в этой поездке – Египет. Чтобы проехать Судан с юга на север, у нас ушло всего лишь 4 дня. Как это часто бывало в поездке, нам опять сильно повезло со временем. Через 3 дня после того, как мы покинули страну, в ней начались протесты, а потом и революция, в которой не обошлось без людских жертв. Я рада, что впечатление от страны у нас осталось позитивное. Какое-то тепло в душе сопровождало нас все эти дни. И, возможно, это тепло когда-то снова позовет нас назад и заставит вернуться в это магическое место, где мы опять сможем засыпать под небом Сахары и понимать, насколько наша планета, да и вообще жизнь, ничтожна по сравнению с миллиардами звезд вокруг. Впереди Египет. Увидимся через неделю. Пока! And that is your blog, Goslava? Yes, we can give you a small sticker so you can find the... Yes, and I am curious to see.